Вообще, реиграбельность в играх — это очень важный показатель, потому что если игра у вас однообразно играется каждый раз из партии в партию, ну зачем нужна вам эта игра? И вот игроки по всему миру ищут реиграбельные игры, и чем больше реиграбельности вроде как кладут в коробку, тем игра кажется ценнее и важнее для каждой домашней коллекции. Сегодня будет нечто необычное в этой самой сфере. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia. На столе у меня сегодня Misfit Heroes. Это настольная игра за авторством Фила Уокера Хардинга, игры которого вы наверняка знаете, он выпускает их достаточно много, и они довольно разнообразные. Это, например, там и Медвежий парк, и Прибамбасы, и города, которые недавно тоже выходили на русском языке. Он отличается тем, что старается положить в свои игры много игрового процесса, и так, чтобы без дополнений лишних вы могли играть в игру достаточно долго. Здесь же у него была такая история, интересно описывается в его дневниках разработки этой игры, о том, что после какого-то релиза очередной игры, коллекционной карточной игры, он подумал о том, что, было бы круто что-то сделать подобное, но вот только зачем ему самому придумывать тысячи карт и делать так, чтобы они менялись, какие-то заменялись, какие-то отменялись, какие-то банились, когда можно попробовать сделать игру, которая сама будет создавать вам эти карты. И он дошел до этой схемы. В этой игре у каждого игрока в мире будет своя уникальная колода из этих карт, потому что они составляются из двух частей, и их здесь достаточно много. Много десятков карт. А по механикам игра очень простая и понравится всем, кто любит таблобилды, так называемые, всем, кто любит комбо-вомбо и всем, кто любит строить движочки и прокачивать свои ресурсики. Обо всем подробнее рассказываем дальше. Итак, давайте постепенно начнем с того, что вы увидите в коробке. Когда вы откроете коробку, вы увидите, что у вас там будут лежать вот такие карточки, вот такие прозрачные карточки и вот такие прозрачные протекторы. Вы замешаете у себя все вот эти карточки и разложите их по протекторам. А потом каждому протектору туда, то есть это такой фон, который называется характеристикой, потому что он дает вам какое-то определение того, кто будет находиться на этом фоне. А потом вы сможете делать эти карточки либо сами как хотите, например, сделать себе щупальцастого Минотавра, или он может быть Минотавр-политик, а может быть это болотный Минотавр. Короче, каждую карточку вы впихнете вот таким вот образом, и вот, например, у вас появится Бард-расхититель могил. А это, например, могло быть также и привидение расхититель могил. Было бы очень странно, кстати. Это мог быть Бард-политик, что, кстати, прикольненько. И, например, щупальцастый бродячий торговец. И, как вы понимаете, уже на 4 картах вариантов очень много, а когда их целая пачка, то вариантов еще больше. И мне нравится то, что у вас могут создаваться различные прям всякие забавные темы, типа, например, Йети супермодель, монстр грязевой среднего возраста, милипусечная крошечная кайдзю, мим, который любит мутантов, ну или, например, царь скорпионов. Огромное количество различных вариантов того, что у вас может быть. Но самый прикол в том, что когда вы видите, если посмотрите на это, то карточка, когда она совмещается с другой картой, она дает следующие показатели. Во-первых, у этой карты есть одна способность, у этой карты есть другая способность. У каждой из них есть цена, и мы, накладывая их, получаем себе сумму цены, которую будет стоить эта карточка, и 2 способности, которые она будет использовать. Плюс также мы получаем вот этот баннер-флажок. Он может быть либо, если синий накладывается на синий, синего цвета, и тогда это человек. Если красный накладывается на красное, это монстр красный. А если синий с фиолетовым, то это будет смесь миров, и это будут такие изгои из каждого мира, чужие среди своих, свои среди чужих. Но это все лирика, и это все просто забавная механика того, что у вас строятся карты. Хотя реально каждый раз у вас будет колода разная. И в отличие от тех же самых крыльев, где вы занимаетесь, в принципе, тем же самым, устраиваете у себя движочек и строите табло, а птички у вас все время одинаковые в одной и той же колоде, то здесь у вас будут они разные, и колоду вы будете шерстить гораздо больше, что очень любят люди, которые играют в игры такого плана. Как же играть в Misfit Heroes? В начале каждой игры вы получите себе немножко денег и карты. На стол будут выложены специальные жетоны, которые вы будете пытаться получить, потому что они дают победные очки. И в свой ход вы будете делать всего лишь одну из нескольких вещей. Первое. Вы можете заплатить за любую из карт героев ту сумму, которая на ней указана. И там могут быть огромные суммы под 20-ку, например, как вот здесь, вот у этого древнего пирата. Так и может быть от двухголового барона сумма всего в одну. При этом он еще победные очки приносит, как вот видите, вот здесь вот, да? Но на что нужно обращать внимание в каждой карточке? Во-первых, какие способности она вам даст? Способности бывают 4 типов. Первая способность с сердечком говорит о том, что она запускается, когда вы купили эту карту. И вот вам говорится здесь. Получите воду и листик.
А потом активируйте одну из своих карт, которая стоит 6 или меньше. И если бы у нас в табло уже были бы какие-то карты, могли бы активировать что-то еще. Далее, зелененькие карты, треугольничек. Они говорят вам о том, что вам нужно соблюдать какое-то условие, чтобы выполнилось вот эта вот частью. И это, например, говорит, если у вас есть меньше ресурсов каких-то, чем у оппонента с вашего слева, то вы можете нанять сразу карточку дешевле на 8, чем она стоит, но не меньше нуля. То есть вот эту синюю карточку можно было бы нанять не за 20, а всего за 12, и это огромная скидка. Третий вид карт – это карты со звездочкой. Эти карты требуют от вас что-то заплатить. Они могут потребовать от вас заплатить оппоненту слева, отдать какую-то карту, или, например, что-то сбросить с руки, или, например, потратить какие-то ресурсы. И за это вы будете использовать вторую часть способности, плюс получите классные всякие фишки. Обычно эти карты, за счет того, что они требуют от вас дополнительной стоимости, стоят дешевле, чем другие карты. И последнее, это с желтыми кубками, это карты, которые дают вам возможность получить что-то в конце игры за что-то. И это будут карты, например, которые говорят вам о том, что вам нужно создавать у себя различные клястеры этих карт какого-то определенного типа. Или поставить в ряду в столбце с этой карты какие-то другие карты. Или просто иметь кучу каких-то символов, и за это вы получите победные очки в конце игры. Так вот, каждый ход мы будем разыгрывать всего лишь одну карту, начиная с карты в левой нижней части своего табло. То есть у меня может быть выставить еще 3 карты вверх и 3 карты вправо. И все эти карты вот сюда выкладывать. Второе, что мы можем сделать, мы можем сбросить любое количество карт и дотянуть себе карты, сколько мы сбросили, плюс 2. Это бывает очень важно. В том числе, например, вы можете сбросить 0 карт и тем самым потянуть просто 2. Карты на руке – это очень важный ресурс. Они могут быть использованы другими картами для того, чтобы сбрасывать их и активировать способности, а также они дают вам возможности разнообразия в создании вашего табло. Третий вариант – можно взять один любой ресурс. Четвертый вариант – можно взять 10 денежек. Также в конце своего хода, если у вас есть определенное количество ресурсов, вы можете купить себе один из этих жетонов, это в дополнение к вашему основному действию. Стоят они 6 зеленых жетонов, 6 серых жетонов, 6 синих жетонов, 2 каждого типа жетонов. И это победные очки в том числе. То есть, если, например, я накопил 6 зеленых жетонов, конечно же, возьму себе семерочку. Нет, я возьму себе 12. И это будут мои 12 победных очков в конце игры. А играем мы так до тех пор, пока у одного из игроков не будет выложено табло из 12 карт. Каждая эта карта будет давать вам какие-то возможности и способности, когда вы ее выкладываете. И, может быть, даст какие-то определенные эффекты потом. Потому что могут оказаться карты, которые скажут, например, что при розыгрыше вот этой карты разыграйте еще какую-то карту у себя в планшете, которая имеет определенный символ. Например, символ звездочки. И разыграв ее, вы можете делать что-то еще. Вы сможете делать каскадные действия, когда одна карта запускает другую карту, третью карту и так далее. Некоторые карты будут иметь требования, что они могут быть разыграны только в определенном месте. Некоторые карты будут вам говорить о том, что, например, вам нужно собрать себе столбец или ряд для того, чтобы получать победные очки. Плюс каждая сама из них еще будет давать победные очки. В конце игры, как только сыграл кто-то 16 карт, вы подсчитываете победные очки и получаете эти победные очки за то, что у вас указано здесь, за то, что у вас указано здесь, и за те цели, которые у вас указаны здесь. Плюс вы получите победные очки за ресурсы, которые у вас остались, и за деньги, которые у вас остались. И все. Правила в игре очень простые, занимают там 1,5-2 странички с картинками, и вся основная игра находится в самих картах. А то, как вы будете ими пользоваться, зависит только от вас. Вы можете набрать себе целую огромную охапку карт, постараться, и разыгрывать их постепенно. Вы можете пытаться копить себе большое количество ресурсов и захватывать вот эти штучки, или вы можете пытаться генерировать себе деньги и на деньги покупать самые крутые карты с самыми блатными эффектами. Обычно карты, которые приносят победные очки, стоят достаточно дорого. Так же, как и карты, которые приносят ресурсы. А карты, которые требуют от вас дополнительных жертвований чего-то для получения еще чего-то, стоят гораздо меньше. И здесь уже вам самим придется смотреть, как вы хотите этим пользоваться, и следить за вашими оппонентами. Потому что если вы видите, что какой-то негодяй докапливает ресурсы и скоро заберет серую 12, то, возможно, если у вас серых уже было много, то сейчас есть вариант пропустить ход для того, чтобы просто взять одну серенькую и в конце этого же хода добрать себе 12, а не разыгрывать карту в надежде получить себе какой-то дополнительный ресурс. Игра играется быстро, ходы молниеносные, даунтайма практически нет. Пока ходят другие игроки, вы уже обычно успеваете посмотреть и придумать, что вам нужно сделать и какую вы хотели бы карту разыграть. Часто бывает такое, что у вас уже прямо заранее предусмотрена цепочка карт, которую вы будете разыгрывать, что одна даст вам, например, возможность выложить себя сюда и за это получить ресурсы. Или деньги, например, да, много-много денег. Там есть карты, которые позволяют вам зарабатывать просто десятки монет. За счет этих монет вы купите себе другую очень блатную карту, которая запустит вам ту еще раз карту, и эта карта вам опять снова даст много-много денег. И эти комбинации у каждого будут на картах свои в колоде. Есть еще интересный момент в том, что даже в правилах прописано, что вы можете, если хотите, собрать себе комбинации карт, которые вам нужны при подготовке колоды.
То есть, если вы хотите, вы можете сделать себе какую-то специальную сборку, которая будет подходить вашей компании и играть на ней. Но также правило говорят о том, что если вы хотите прям максимальное веселье, максимальный хаос и дебош, то вы в начале каждой партии какое-то количество карт просто вытаскиваете из протекторов, все замешиваете и по новой раскладываете случайным образом, и таким образом у вас будет каждую партию новая колода. Это достаточно забавно и интересно, на мой взгляд, и как минимум стоит того, чтобы попробовать. Ну, а так, эта игра понравится тем, кто любит строить движки, тем, кто любит развивать табло, и тем, кто любит набирать победные очочки в больших количествах на перегонки с оппонентами, запуская эти самые движочки и построив то самое табло. И это все на сегодня, что я хотел рассказать. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Пока, ребята!